中的毒物，光之霓裳在此一役，我们可以。Мола чистого неба, как всегда, великолепен. Пусть в руках Ван Дунер он смотрится не так грозно, как у Тансана или Танхао, но все же мощь этого легендарного духа превышает все ожидания. Кроме того, у Ван Дунер на молоте уже есть кольца и навыки, а значит его сила должна быть потрясающей. Это битва с командой, которую подослала Империя Солнца и Луны, чтобы ослабить клан Тан и Академию Шрека. Они любыми способами должны ранить или убить кого-то из них, но Хуэйхао пристально следил за своими товарищами. Интересно, как кровь Ван Дунер оказала страшное воздействие на противника с духом летучей мыши. Он не выдержал ее божественную кровь. Джон Ли Ву, злой титулованный 98 ранга, заметил это и даже позже хотел забрать Ван Дунер для исследований. Во время командного боя вся семерка монстров Шрека сработала очень слаженно, но капитан вражеской стороны Гай Инь оказалась крайне сильна. Ее уровень 69 и она в шаге от 70 ранга. Она даже смогла выдержать массированную общую атаку Снежной Девы и Хэкайта. Что же произошло далее? Хуэйхао не ожидал, что команда секты Чистого Нефрита окажется настолько сильной, с мощными духовными инструментами. Поэтому Ван Дунер взяла за руку Хуэйхао, активировав слияние духов. Одинокий танец посреди мороза, облачение света. Появилась взрослая форма Ван Дунер, что поражало своей красотой. Богиня света сделала шаг вперед, прямо по направлению Гай Инь. У нее был чрезвычайно редкий, но один из лучших боевых духов – темно-золотой трехглавый король летучих мышей. Возможно, это родственный дух того самого короля летучих мышей, что паразитировал в Танчене в городе убийц. Она смогла усилить себя и достичь состояния истинного тела боевого духа, но лишь с помощью инструментов. Хуэйхао и Ван Дунер стали намного сильнее, чем в прошлом турнире, когда они использовали слияние духа. Этот навык не был истинным телом духа. Это было сильнее, чем воплощение духа. Луч попросту моментально заморозил противников. Его сила шокировала судью, нерушимого титулованного. Они не были мертвы, но находились словно в криогенной заморозке из-за слишком низкой температуры, а Хуэйхао специально не спешил их размораживать, таким образом устранив с турнира, помогая команде Академии Шрека. Это был предельный лед. Никто на континенте не посмел бы пытаться разморозить эти ледяные скульптуры. Хуэйхао с товарищами победил. Далее пройдет интересный матч Академии Шрека против имперской команды Солнца и Луны. Больше всего Хуэйхао беспокоился об этом бое. Чтобы выйти из групповой стадии, команде Шрека необходимо победить их. Команда Империи Солнца и Луны и команда Шрека были заклятыми врагами. Это будет бой, где обе стороны выложатся на полную. Никто не знал, каким будет результат. Хотя Ван Сюэр действительно была очень сильной, сможет ли она привести Академию Шрека к победе? Слава Шрека в сердцах Хуэйхао и товарищей была так же важна, как и слава секты Та. Хуэйхао успел поучаствовать в следующем этапе подпольного турнира механиков и встретил того самого участника по имени Гао Далоу, с которым устроил ликерный марафон. Но это помогло Хуэйхао ускорить процесс восстановления ног и руки. Кто смотрел это видео, тот в курсе. Обладая могучими способностями, команде Тан удалось пробиться на вершину своей группы после победы в 6 матчах из 6. Они уже одной ногой были в четвертьфинале. Помимо секты Тан, в их группе была еще одна команда, которая выиграла все свои матчи – команда Академии Шрека. В первых 5 матчах групповой стадии турнира они одержали легкие победы. Под руководством Ван Сюэр с помощью своих способностей им также удалось одолеть секту Чистого Нефрита. Позже, в тот же день, Хуэйхао наконец разморозил их капитана Гай Инь и заместителя. Тем не менее, Гай Инь исчезла сразу после выбывания из турнира. Ее забрала секта Святого Духа. А теперь пришло время для легендарной битвы. Академия Шрека во главе с Ван Сюэр против Имперской Академии Солнца и Луны во главе с Сяо Хунчень и Мэн Хунчень. Это была битва жизни и смерти, битва за славу. Победитель этого матча уже встретится с командой Тан, и тогда станет известно первое и второе место в группе. Сдаваться никто не будет на этот раз. Мы увидим крайне зрелищное сражение. Речью накануне Ван Сюэр подняла дух своей команды до предела. В то же время Сяо Хунчень и Мэн Хунчень выглядели очень серьезно. Столкновение с командой Тан лишило их нескольких участников, которые были мертвы.
Несмотря на это, брат и сестра Хунчень были очень сильны, у них было слияние духов. Принц Сю Тяньрань пообещал им великие награды, если они победят, и даже титул чемпиона турнира, ведь секта Святого Духа расчистит перед ними путь в финале. Но сначала нужно победить Академию Шрека. Секта Святого Духа является сектой злых мастеров. Было бы нехорошо, если бы им позволили выиграть турнир. Люди были бы крайне недовольны. Причина, по которой они участвовали в этом турнире, разобраться с сектой Тан, Академией Шрека и даже сектой Тела, которая еще не проявила себя. Итак, в раунде индивидуальных боев первой выступила Ван Цюэр. Ее противник, мастер с 5 кольцами, имел дух скелет. Золотой свет Ван Цюэр за пару ударов разрушил оборону противника. Судья Джэнь Жань остановил бой, коснувшись копья Ван Цюэр, и он был в ужасе. Судья почувствовал, как плоть на его ладони начала растворяться. Хотя он использовал свою духовную силу, чтобы остановить это, он все же был ошеломлен. Это копье Золотого Дракона, способное поглощать все живое. Оно успело коснуться плеча противника. И жизненная сила, которую оно поглотило, пополнила силу Ван Цюэр. На протяжении всей битвы Ван Цюэр полагалась на свою предельную силу. Копьем Золотого Дракона она убила первого противника. Далее вышла Мэн Хунчень, очень сильный мастер. Она уже имела 6 колец и планировала своим ядом, как ранее, истощить силы противника. Но Ван Цюэр была готова. Слой золотых чешуек начал распространяться от копья и разошелся по всему ее телу. Вскоре все ее тело, помимо головы, было одето в доспехи с чешуи дракона. Только Хуи Хао знал, что это было. Первый духовный навык Ван Цюэр – тело Золотого Дракона, и ее второй духовный навык – мощь дракона. Ван Цюэр довела устрашающую силу своего Золотого Дракона до предела. Способности Ван Цюэр превзошли все ожидания Мэн Хунчень. Она ощущала, что теперь ей трудно дышать, будто все ее тело сдерживается жесткими, но невидимыми струнами. Пугающее чувство заставило ее сильно задыхаться. Будто в следующее мгновение копье Ван Цюэр пробьет ее тело насквозь. Полоса золотого света вспыхнула. Огромный дракон вслед за светом устремился к цели. Произошла неожиданная сцена. Мэн Хунчень выкрикнула «Я признаю поражение!» и обхватила свою голову обеими руками и будто присела на корточки. В то же время она активировала свой неуязвимый барьер. Судья, титулованный, был чрезвычайно напряжен. Его барьер поднялся и попытался остановить Золотого Дракона. Однако полоса золотого света была слишком мощной и мгновенно пробила барьер, продолжив нестись вперед. Как такое возможно? Как Академия Шрека может обладать такой сильной участницей? Цзин Хунчень не знал, насколько могучим было копье Золотого Дракона Ван Цюэр, но он знал силу судьи титулованного. Первым барьером, который он установил, был инструмент защитного типа 7 класса. Он был мощным и чрезвычайно устойчивым. Однако этот духовный инструмент 7 класса был уничтожен атакой Ван Цюэр. Прямо сейчас Джэнь Жань использовал чрезвычайно мощный духовный инструмент, благодаря которому он стал известным. Божественный нерушимый щит. Это был духовный инструмент 9 класса. Но со стороны не казалось, что щит одерживает верх. Сила Ван Цюэр и правда пугающая. Какой же классный и интересный турнир. А битвы вообще топ. Что же произойдет далее? Неужели атаку Ван Цюэр не сможет выдержать даже титулованный? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Рассмотрим в будущих видео. Поставьте побольше лайков, подписывайтесь на YouTube канал и официальный Telegram Киномикс. Спасибо большое за просмотр и всем пока.